Привет, любители и профессионалы! Сегодня у нас день экспериментов, поэтому основную работу отложим в сторонку. Но если очень быстро объяснить для нетерпеливых, то сегодня я просто потрачу свое время, испорчу кучу материала, буду лазить по помойке, все-таки сделаю тест, озвучу его результат, и все это для того, чтобы многие из вас сэкономили или даже заработали. Но если серьезно, ребята, то в одном из прошлых роликов, где я изготавливал фермы для навеса, был комментарий, в котором человек утверждал, что все эти фермы легко заменяются обыкновенной аркой из профильной трубы потолще и побольше. Тем более, что в сети есть большое количество примеров навесов, изготовленных именно из таких арок. Поэтому сегодня проведем эксперимент, узнаем точно, какую нагрузку может выдержать такая арка и как сильно она при этом деформируется. Работать сегодня мы будем с профильной трубой 60×40, толщина стенки 2 мм. Мой старый трубогиб удачный, к сожалению, не может осилить такую трубу, но, к счастью, производитель прислал мне на обзор более мощную и усиленную версию. Это трубогиб удачный премиум. Именно он и предназначен для работы с такой большой и крупноформатной профильной трубой, а также толстостенными круглыми трубами. У него гораздо большее расстояние между валами по сравнению со стандартной версией, что позволяет ему работать с толстостенным материалом. Свое мнение о трубогибе и его работе я выскажу в конце ролика, ну а пока приступаем к самому легкому процессу. Это изготовление двух арок. И пока я кручу ручку, прогоняя заготовку туда-сюда, поговорим о самом интересном и наболевшем – это ценообразование. Под роликом, где я изготавливал 5 ферм из материала заказчика и заработал за день 250 белорусских рублей, 100 долларов, либо 6500 российских, было большое количество комментариев, что это не деньги, брать надо в 2 или 3 раза дороже. Поэтому, если вы захотите на своем участке построить небольшой навес и пойдете тем же путем, что и мой заказчик, то есть сэкономив на непосредственно установке и монтаже, а просто заказав ферму, вам все равно придется расстаться с довольно крупной суммой. Так вот, в сегодняшнем ролике мы попробуем понять, может, ну его нахер эти фермы? Зачем переплачивать, если можно купить трубогиб, согнуть дуги, с сыном, братом, сватом или просто соседом, самостоятельно поставить небольшой навес и сэкономить на этом деньги? Но я, как человек практичный, конечно же, верю всем красивым картинкам из интернета, но хотелось бы на своей шкуре узнать, какую все-таки нагрузку может выдержать такая ферма, чтобы в оконцове не остаться самому и не оставить других без машины и навеса. Ну а пока мы рассуждали и фантазировали на этой темой, как видите, я уже успел согнуть 2 арки. Из интересного, трубогиб у нас сразу идет с центробоем, что позволяет изгибать заготовку без заломов, а также придает ей вот такой интересный профиль. Дальше мы просто выставляем наши арки на расстоянии 100 см друг от друга, берем несколько обрезков, которых не жалко, трубы 40×20, и с их помощью соединяем 2 наших арки, тем самым имитируя одну секцию нашего навеса. Сильно все это дело не обвариваем, достаточно простых прихваток, мне их потом еще срезать. Так как испытывать все это дело мы будем на асфальте, для лучшего скольжения при деформации нашей арки привариваем вот такие подпятники. Делаем это, конечно, для всех 4 окончаний. Кстати, ребята, когда обдумывал это мероприятие, задумался, а чем же можно нагрузить мою арку. И первый вариант это было поехать на строительный рынок знакомому и попросить у него несколько десятков мешков с цементом. Но подумалось, что если в один прекрасный момент арка не выдержит и схлопнется, то придется не просто убирать территорию, а еще и платить за порванные мешки и просроченный цемент. Поэтому было принято решение взять бэушные канистры, наполнить их водой. Понятно, что стопроцентной точности с массой не получится, но погрешность в пару килограмм, я думаю, критичной не будет. Ну а так как в наличии возле мастерской у меня оказалось всего 7 канистр, то пришлось съездить на местную свалку, найти и забрать оттуда недостающие канистры, которые я бы заблаговременно выкинул ровно 2 недели назад. Потом также пришлось найти водоем с бесплатной водой, чтобы все это дело наполнить. Поэтому сейчас в автомобиль, забитый канистрами, пытаемся всунуть нашу арку и перемещаемся на испытательный полигон. Ну вот мы на месте. Как видно, здесь довольно ровная асфальтная площадка. К тому же, если что-то разольется или поцарапается, никто не будет скандалить. Для чистоты эксперимента, естественно, немного приберемся, поработав метелкой. Выгружаем потихоньку все наше хозяйство. Кстати, я все-таки решил связать одну арку поперечной. Она у нас будет выступать в качестве эталона. Ну а так как замеры мы будем производить с обратной стороны, то пришлось всю конструкцию перевернуть ровно на 180 градусов. Дальше просто закрепляем на одной части дуги нашу намоленную рулетку и производим первоначальный замер. И как видим, в ненагруженном состоянии длина дуги ровно 284 сантиметра. Ну что, ребята, наконец-то мы дождались самого эксперимента. Нагружаем нашу арку 20-литровыми канистрами.
Кстати, на ускоренной съемке гораздо лучше видно, как она деформируется. Итак, ребята, подведем промежуточный итог. На поддоне у нас сейчас 9 канистр 20-литровых, общим весом около 180 кг. Длина нашей дуги под такой нагрузкой увеличилась ровно на 2 см и стала 2860 мм. Сейчас я одной рукой попробую приподнять этот угол, возможно, немного облегчится скольжение и размер увеличится. Но, как видим, особого результата это не дало. Кстати, первая небольшая промашка в эксперименте. Я, к сожалению, забыл замерить высоту дуги в ненагруженном состоянии. Но я думаю, ничего страшного, давайте сделаем это сейчас. И, как видим, размер наш составляет 158 сантиметров вместе с поддоном. Запомнили, а может быть даже кто-то и запишет. И продолжаем дальше нагружать нашу конструкцию. Как видим, теперь у нас на поддоне ровно 15 канистр, а это уже 300 килограмм, не меньше. Под такой нагрузкой моя конструкция выглядит довольно еще бодрячком. Правда, высота уже составляет всего 157 сантиметров. А длина дуги изменилась всего на 10 миллиметров и стала 287 сантиметров. Давайте даже немножко поможем ей разогнуться. Но вроде не особо помогает. Ну и наконец, ребята, третий заключительный этап. Добавляем в нашу копилку еще 5 канистр. И таким образом, я думаю, полная масса, которая лежит сейчас на арке, составляет 400 килограмм, не меньше. Это еще и без учета нашего поддона. Все, ребята, канистры у меня закончились, да и желания тоже. В общем, как пел Высоцкий, я себе все доказал. Как видим, моя арка, согнутая из 3-метровых заготовок, в моменте выдержала 400 килограмм. Я думаю, что если убрать поперечину, то эта масса упадет где-то до 300-350. К тому же, если сделать арку, как на картинках из интернета, на 50 сантиметров длиннее, то можно смело отнимать еще 60-80 килограмм. Также надо учитывать, что нагрузка будет не в моменте, а довольно продолжительное время, поэтому отнимаем еще 50. Так что небольшой автомобильный навес, собранный из 6 таких секций, общей шириной где-то 3 метра 30 сантиметров, то есть изготовленный из заготовок 3,5 метровой длины, легко выдержит 1 тонну 200. Но я думаю, если крайние дуги перевязать еще поперечинами, то эта масса увеличится и до 1,5 тонны. Тут главное уже, ребята, не экономить на опорных столбах. Ну а всем дилетантам, которые не работали с поликарбонатом и скажут, что это небольшая нагрузка, потому что навес должен выдерживать чуть ли не 20 тонн, скажу просто. В стандартном вот таком проеме поликарбонат не выдержит нагрузку и 150-200 килограмм. Его легко повырывает с крепления, и он просто провалится на землю. Поэтому поликарбонат сдохнет, конструкция останется стоять. Так что, ребята, картинки из интернета не врут. Небольшой навес легко можно собрать без ферм, а с помощью арок, сделанных из нормального материала. Сегодняшний эксперимент считаю законченным. Я думаю, из дуг еще легко может получиться прекрасный мостик. Что касается трубогиба удачный премиум, то скажу вам, что работать на нем одно удовольствие. Все-таки он действительно гораздо лучше стандарта приспособлен для работы с трубами большого диаметра и толщины. И по идее практически полностью окупается при изготовлении вот такого небольшого навеса. В общем, ребята, трубогиб удачный премиум я могу вам смело порекомендовать. Берите, не пожалеете. Конечно, если вы любите работать. Еще хочу добавить, что если во время эксперимента я что-то сделал не так, либо вы хотите эксперимент с другими размерами, а может хотите узнать, как повела себя арка после того, как я отломал поперечину, или сколько надо нагрузить для нее, чтобы она все-таки сложилась, и вообще сложится ли она, обязательно пишите, что-нибудь придумаем. Ну а сегодня, ребята, я думаю, пора заканчивать. Кому информация была полезная, ставим лайки, дизлайки. Трубогиб удачный, рекомендую. Кого заинтересовала эта рыба, смотрите следующий мой ролик. Прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, прорвемся.